Мастерство и, не побоюсь этого слова, гений Цирена Циренова, на мой взгляд, заключается в том, что он сумел применить системное мышление к личности, поняв, что взрослого человека перед освоением им всякого нового и сложного знания в сжатые сроки, таким, например, является системное мышление, но не только оно, надо заново учиться, ибо учиться надо не абы как, а как привык в школе, в вузе или на работе, а правильно, вставая в роль профессионального ученика и применяя соответствующие методы. То есть нужно сформировать у такого взрослого мастерство саморазвития, которое является синергией мастерств в 8 ключевых практиках саморазвития, которым и посвящено руководство одноименное. Проделав колоссальную методологическую и методическую работу по извлечению из себя и коллег на осознанный уровень всех элементов практик саморазвития, проанализировав, декомпозировав, смоделировав и пересобрав их, он создал не что иное, как отчуждаемое знание в виде руководства, которое позволяет передать знания по этим практикам любому человеку на планете, начиная со школьного возраста, как от мастера ученику, причем дистанционно и онлайн. Но сделать это при условии, что такой взрослый человек готов согласиться с тем, предположить смиренно, что он разучился учиться, готов встать в роль ученика и выполнять указания мастера как тренера, чтобы взять то знание об умении учиться, которое для него Цирен и создал, и называет он его новой грамотностью, чтобы овладеть этим знанием, стать таким же мастером собственного бесконечного саморазвития и в идеале обрести своих собственных учеников. По мнению Анатолия Левинчука, в этом подходе заключается разность между восточным и западным подходами к передаче мастерства. На синкретическом Востоке процесс этот тайна за 7 печатями. Мастерство можно попробовать передать, если повезет, поэтому берем несколько учеников и говорим: делай как я, смотри на меня, рассчитывая, что что-то у одного из 10 щелкнет, и он станет мастером. Западный же аналитико-синтетический подход – это декомпозиция знания, докапывание до первооснов, первоатомов, первоэлементов, выведение их на осознанный уровень, описание, создание методики его передачи и массовое обучение, чтобы 9 из 10 обычных студентов при соблюдении всех правил, выполнении заданий, не сачкуя, становились мастерами. Мы здесь не уповаем на везение. Собственно, в этом заключается, наверное, секрет экономического роста западной цивилизации по отношению к Востоку в последние лет 500, хотя у такого подхода есть свои культурологические и философские минусы. И если Цирен сумел создать такое руководство, то есть дать, то освоить его, то есть взять, должно быть, я считаю, посильной задачей для всякого взрослого и ответственного человека, не безразличного к своему будущему, не понимающему, что оно зависит от его жизненного мастерства, которое нужно повышать в течение жизни путем обучения. А для этого, и вот это совершенно неочевидно и контринтуитивно, нужно уметь учиться с помощью лучших практик. Ну, по крайней мере, которые точно лучше тех, к которым большинство из нас привыкло за время школы, вуза или осознанной жизни, и которые точно не работают. В начале руководства Цирен совершенно честно предупреждает, это очень хорошо, что освоение руководства не сделает из вас мастера саморазвития, потому что это невозможно в такой короткий срок и таким способом. Но что оно точно сделает? Оно сформирует у вас осознанную некомпетентность в отношении мастерства саморазвития. То есть вы узнаете, что такое мастерство существует, что у вас его нет, и придет понимание, что если вам в будущем потребуется быстро осваивать какое-то новое и сложное знание в сжатые сроки, а ни один ответственный взрослый человек не будет этого отрицать, потому что будущее непредсказуемо, то сначала нужно научиться учиться правильно, то есть освоить мастерство саморазвития. Поэтому руководство позволит вам выйти на первый уровень осознанной компетентности в этом мастерстве, то есть понять, что вы некомпетентны, потом немножко эту компетентность приобрести. И это уровень объяснения. Вы сможете объяснить хотя бы себе, зачем вам нужны эти практики, зачем вообще в них инвестировать ваше время, забирая его от других задач, которые вы в жизни делаете в изобилии, и получите первые результаты. А дальше вы уже сами сможете, завершив руководство, сами повышать свое мастерство в практиках саморазвития, пока через какое-то количество месяцев или лет, единиц лет, не поймете, что перешли с уровня вообще ничего не знаю про практики до уровня, наверное, надо их осваивать, потом на уровень могу, потом хочу, а потом не могу не делать. Привычка сформировалась. То есть вы стали мастером саморазвития, таким же, как Цирен и его коллеги. И что ваша жизнь стала драматически, медленно, наверное, меняться к лучшему, что неудовлетворенности стали устраняться.
Далее мой отчет об освоении руководства практики саморазвития, которое проходило в течение июня-августа 2025 года, параллельно с руководством системное саморазвитие. Ссылочка на отчет о нем внизу в описании к этому видео. Всего в руководство практики саморазвития инвестировано 65,5 часов. Итак, какие изменения произошли в моем окружении? Не могу сказать, что они большие, но это нормально, и важно их заметить. Наведение внимания на понятие окружения поставило лично для меня практику формирования окружения на первое место, даже важнее систематического медленного чтения, которое, я думал, является главной практикой. Я понял, что окружение является системой создания меня как деятеля. Оно влияет на меня точно так же, как и любой другой источник информации. И, скорее всего, эта информация очень некачественная. И любой объект, как физической, так и социальной среды, появился в нем с моего согласия, осознанного либо нет. Собственно, это я знал еще с момента увлечения в 7-8 годах трансерфингом реальности, но тут я уже переосознал это как начинающий системный мыслитель. Поэтому я расставил приоритеты в источниках качественной информации. Сейчас это руководство МИМ, книги, лекции и обучающие курсы, а другие источники в окружении, которые много времени поглощали и задачи по которым не являлись важными, постоянными или запланированными, они ушли на второй план. Теперь бюджет времени, понятие, которое я долго осознавал, несмотря на его очевидность по сравнению с бюджетом денег, бюджет времени в неделю составляется на запланированные работы по важным и постоянным задачам. И, конечно же, это задачи по проектам саморазвития. Пока осваивал руководство, я сменил жилье, применив системное мышление, выяснив все внешние, внутренние проектные роли, учтя их интересы и удовлетворив их ко всеобщей радости. И начал изменение культуры в рабочем проекте. Какие изменения в мастерстве саморазвития я зафиксировал? Во-первых, изменился режим дня. Теперь я пробуждаюсь в 8 часов, пока с будильником, отхожу ко сну ровно до полуночи. Раньше стабильно в 2-3 часа ночи, пока все не переслушаю. Обнаружил, что количество времени бодствования в сутки оказывается не менее 15, а если с 8 до 24, 16 часов в сутки. А это, так, на секундочку, от 450 часов в месяц или от 5500 часов в год. И теперь мне не дает покоя вопрос, куда теряется примерно половина из них, если я выполняю ежедневно план по цели фокуса в 7 часов в день, фокус туду без выходных. Получается, куда-то 8 часов теряется. И сейчас я пытаюсь понять, куда они уплывают. Уверен, что повышение мастерства в практике инвестирования и учета времени даст мне ответ на этот важный для меня вопрос. Что касается мышления, до руководства я думал, что мыслил, читая книги много и смотря видео, очень много. Но оказалось, что мыслил-то я, в общем-то, мало, так как практически не мыслил письмом. Хотя тексты, безусловно, писал, и даже были публикации в журналах. Ибо, как известно, не пишешь, не думаешь, как гласит один из принципов практики. Ибо в процессе письма мысли, то есть нейронные связи, как раз создаются. Это тоже не очевидно. Они выписываются, имеющиеся из головы. То есть вы буквально мыслите письмом, когда вы пишете. А не надо иметь готовые, выписывая их. Вот это вот плохо понимается. И у меня сейчас в этом плане случилась метаноя, то есть вопроса этого совершенно нет. За время освоения я написал примерно 6 десятков заготовок по обоим руководствам, несколько публикаций. Обнаружил у себя в архивах кучу заметок, которые годами копились из прошлой жизни, разобрал, очистил от них экзокортекс раскристанный, перенес все в клуб в виде 3 десятков черновиков, и с ним оказалось очень удобно ежедневно работать, что я и делаю. У меня сформировалась личная база знаний, как совокупность заметок, черновиков, заготовок из прошлой жизни и новых, и публикаций контента, который я нагенерировал за 15 лет. И в очередной раз я испытал противоречивые чувства по поводу чудовищного его количества и чудовищной же бессистемности в работе моего творческого конвейера, потому что понятия творческого конвейера у меня не было. Если бы этой бессистемности не было, и я знал бы про творческий конвейер лет 15 назад, уже можно было бы давным-давно написать книгу, и даже не одну. Но теперь понятие творческого конвейера хотя бы перед глазами, в виде дашборда, я вижу все компоненты, заметки, заготовки, черновики, публикации, вижу ссылочки, я могу хотя бы с ними работать, увеличивая количество толковых публикаций в мир, надеюсь. При систематическом медленном чтении, которого тоже не было, потому что читал я достаточно быстро и думал о увеличении скорости чтения, я сейчас составляю, регулярно разбираю исчезающие заметки с помощью удобного бота в Telegram, и клуба практика уже встроена на уровне привычки. Уже не могу. Практика мышления проговариванием, несмотря на развитое за десяток лет прикладное мастерство интервьюирования в YouTube, а это тысячи видео с самыми разными представителями самых разных прикладных мастерств, у меня практически отсутствовало. Ну и неудивительно, потому что это разные практики, не нужно путать интервьюирование
и мышления проговариванием, для которого нужны как минимум загруженные в голову понятия системного подхода. Сырьем предложил подумать про интервью с единомышленниками, и я пришел к выводу, что это будет неплохой, во-первых, практикой мышления проговаривания, потому что говорим на одном языке. А во-вторых, это может быть одной из практик создания самого сообщества МИМ, поэтому с 26 года, думаю, мы это дело воплотим. До руководства я был уверен, что учусь постоянно, потому что встроена привычка, уже не могу иначе. 20 лет чтения сложных книг на 2 языках, примерно 50 книг в год старался читать, 15 лет изучения проксиологии, экономической теории австрийской школы, экономической истории и истории идей в Институте Хайека у Павла Усанова, 1000 часов потребленного видеоконтента и 1000 же проведенных интервью с деятелями в самых разных прикладных областях. Конечно, это все делалось без практик саморазвития, о которых я понятия не имел, хотя регулярность и количество часов дали какой-то результат в виде какого-то прикладного мастерства. После освоения руководства я понял, что использование методов профессионального ученика позволит мне не только повысить эффективность обучения и исследования в моих текущих областях интересов, как экономист австрийской школы, как либертарианца в политической философии, деятеля в области криптовалюты Web 3.0, но и позволит добавить к этому объему знаний, который я хотел бы освоить и продолжать осваивать в течение жизни, добавить к этому освоение системного мышления по руководству МИМ в ближайшие 2,5 года. Фактически я открыл для себя некий усилитель собственного обучения в виде мастерства саморазвития, не меньше, без которого, полагаю, освоить тот объем материала, который я хочу, не растягивая его на всю жизнь, вряд ли было бы возможно. Это, на секундочку, только около 2000 наименований книг в списке, который постоянно пополняет. Это все, что касалось стадий потребления информации, стадии размышления по модели стадии жизнедеятельности бесконечно развивающего деятеля. Теперь переходим к стадиям действия и досуга. Одной из главных неудовлетворенностей, с которыми я пришел на обучение, было много лет преследующее меня, тянущее, зудящее состояние разобранности. Такое ощущение отсутствия осознанности, ясности относительно целесообразности именно тех работ, которые я делаю ежедневно, и тех рабочих продуктов, которые создавались в изобилии все эти годы. Любая такая работа выглядела важной. Любой рабочий продукт, если он вообще осознавался, оказался нужным и изменяющим жизнь других людей и мою. Поэтому это делалось. В результате я имел ежедневный загруз интересной и вроде бы полезной для других и для себя работой с утра до ночи, каждый день, но еще больше новых, срочных, интересных задач, которые прилетали по куче каналов, и угрожающий разрастающийся бэклог несрочных, но важных задач, в основном по чтению книг и потреблению лекций, которые хотелось бы изучить. Мне казалось, что я устраню эту неудовлетворенность путем инвентаризации своих практик и ролей. Частично так произошло, но вскрылось более сложное. В ходе освоения руководства я увидел, что вот эта вот разобранность была результатом практически отсутствия практик стратегирования и планирования, а также практики инвестирования и учета времени. То есть, тратя время жизни, ценное, на некую работу, я далеко не всегда мог ответить самому себе на все важные вопросы относительно этой работы. А именно, в какой роли я ее выполняю, по какой практике и state of the art ли она, с каким ролевым интересом и к какой целевой системе, каким методом эта целевая система создается, является ли проект по ее созданию для меня приоритетным или нет, какую мою неудовлетворенность эта целевая система гипотетически призвана устранить и происходит ли это на самом деле, не нужно ли делать в этом проекте пивот, или отказаться от участия в нем, или вообще его закрыть проще, так как он движется к провалу, но это не осознается ни фаундерами, ни командой, и ресурсы продолжают на него тратиться по инерции. Как вообще изменяется мир за счет создания этой целевой системы, и какая проблема на каком системном уровне ее созданием решается? И не нужно ли вообще создавать совершенно иную целевую систему, прекратив тратить свое время на эту работу, которую я сейчас делаю, совершенно прилежно делаю, а также на другие работы, которые уже мне машут ручкой на горизонте вследствие этой работы, даже если я обмениваю рабочие продукты этой работы на деньги. То есть все это, как мы понимаем, вопросы, без ответа на которые системный мыслитель с места не сдвинется. А вот без системного мышления, без понятия в голове, да еще с высокой агентностью, у меня нет с ней проблем, легко можно жизнь потратить на обогрев воздуха, делая множество действий, но получая мало толкового результата и испытывая хроническую неудовлетворенность по этому поводу. Или подводя тот результат, который получился, под тот, который хотел. Рисование этой мишени под брошенные дротики. Знаете этот пример. Системное же мышление дает способ, увидев все это, уменьшить количество ненужных, лишних в вашей жизни действий, ведущих никуда. То есть такой суеты перед поражением, по выражению Клауза, по-моему. А количество действительно нужных действий увеличить. При этом ни одно реально нужное действие не будет упущено из внимания, причем коллективного внимания, или забыто. По-моему, красота.
И достигнется это положение дела за счет того, что мы будем, анализируя наши текущие неудовлетворенности по эмоциям, которые легко проявить, выдвигать качественные гипотезы относительно проблем, которые порождают эти неудовлетворенности, потому что проблему можно понимать неправильно. 95% времени, как помним, Эйнштейн собирался тратить на выявление проблемы, на правильный диагноз. Иначе легко начать решать не свою проблему или не решать свою проблему. Решать ту проблему, которая удобна, а не та, которая есть. А проблема замечается в мире в силу ваших деятельностно-ролевых интересов. Вот я как экономист, например, я вижу проявление государства, этатизма, фиатных денег буквально в каждом феномене жизни. Я не могу об этом не говорить, потому что это у меня уже метаноя сформировалось. Вот так, наверное, нужно достичь и такого состояния в системном мышлении. Дальше идет формулировка гипотез по решению, гипотез по достижению целей. Не попсовым целеполаганием по правилу SMART, который все знают, а в понятиях целевой системы и метода ее создания. Тем самым определяя проекты, которые можно было бы запустить, и выбирая среди них приоритетные, на которые нужно тратить время в первую очередь. Потому что, как экономист австрийской школы, мне отлично известна концепция альтернативных издержек. Час времени, потраченный на работу и рабочий продукт А, уже никогда не может быть потрачен на работу Б, С и Д. Поэтому очень важно понимать, какие альтернативы вы выбираете, альтернативные издержки. Дальше путем системного моделирования получается набор задач, которые надо выполнить в проекте для достижения цели. И далее путем планирования получается задача формулировки работ, которые надо просто выполнить. Тупо, не тупо, конечно, а с использованием прикладного мастерства исполнителя своего или команды. И вписать их в бюджет времени. И дальше останется их только спокойно выполнить на неделе с использованием прикладного мастерства и получением в нужные сроки нужных рабочих продуктов нужного качества в физическом мире, которые будут продвигать альфа-системные схемы проекта, вот эти вот ментальные объекты, по состояниям, воплощая целевую систему. Ну и дальше повторять этот цикл в течение жизни, наблюдая, как мир и жизнь других людей меняются под вашими действиями, а ваши неудовлетворенности, надеюсь, устраняются. Но появляются другие, как мы знаем, проблемы не исчезают, они просто рождаются на более высоких системных уровнях, и у нас уже появляется мастерство их решения. Так вот, что касается моих неудовлетворенностей, то я пришел с одними формулировками, и в какой-то момент я осознал смысл фразы Церера «культура – это совокупность методов». Я увидел, что это действительно так. И понял, что все мои изначальные неудовлетворенности, с которыми я пришел на обучение, конечно же, это уровень экономического невежества у человечества и, как следствие, уровень этатизма, то есть вмешательство государства в экономику, который только усугубляет ситуацию, ведя ее к катастрофе, что несложно увидеть, просто посмотрев на мир, на нашу планету в первой четверти 21 века. Так вот, я понял, что мои формулировки, мои неудовлетворенности могут быть переформулированы как, цитата, «неудовлетворенность собственными методами мышления и действия, которые неадекватны растущему уровню сложности непрерывно изменяющегося мира». Я понял, что это действительно так. А также такая же неудовлетворенность только методами в окружении. И тут до меня дошло, что изменить методы в окружении можно только тогда, и только тогда, когда ты изменишь собственные методы. То есть изменись сам, и вокруг тебя изменятся другие. Изменившись самому, то есть развиваясь, меняя практики не сота на сота, поддержанные другими дисциплинами, и демонстрируя публично рабочие продукты новых методов. То есть показывая правильно культуру бесконечного саморазвития. Вот почему проект собственного бесконечного саморазвития, то есть изменения постоянного методов своего мышления, мыслительное мастерство и действия прикладных методов, начиная с методов саморазвития, на которых стоит мыслительное мастерство, для всякого деятеля в жизни является главным, самым приоритетным проектом в жизни. Таким образом, поняв все это, по результатам ежедневного стратегирования и мысль о пропуске которого у меня даже не возникает, я понял, что приоритетными проектами в моей жизни сейчас являются не рабочие, не личные, а проекты по повышению мастерства саморазвития до степени навык. Сейчас по ним есть некая степень, надеюсь, степень объяснения. Причем мастерство по каждой практике саморазвития является отдельным проектом и достойно отдельного черновика. Поэтому у меня появилось 8 черновиков, в которых формулировка проекта – проект по обучению мастерству систематического медленного чтения, где я собираю всю информацию и веду работу. В каждом из таких проектов у меня, в отличие от других рабочих, личных, полная ясность с неудовлетворенностью, которая подлежит устранению, с целевой системой, это мастерство соответствующей практики, и методом ее создания, со списком задач, работ и рабочих продуктов. И наиболее ценными из руководства для меня оказался список рабочих продуктов, который делится на входящие, внутренние и внешние, выходящие,
а также список затруднений по практике, от которого легко, трассируя буквально от каждого затруднения, ставить задачи и планировать работы по устранению затруднения, и чек-лист оценки прогресса мастерства. Это оказалось мне особенно ценным. Хотя там ценно буквально все. В черновиках по практике, по каждому проекту удобно вести список, кстати, хороших и плохих привычек, потому что такое привычка? Привычка — это тоже практика, но не конструктивная практика, которая не ведет к нужному результату. Так вот, надо достичь состояния, когда плохая привычка заменяется хорошей, то есть когда мастерство, практика исполнения становится хорошей привычкой. Вот какого состояния нужно достичь. Есть понимание, что мастерство в конкретной практике саморазвития есть хорошая привычка деятеля, когда он не может не выполнять практику как мастер на уровне неосознанной компетентности, то есть не могу не делать, как зубы, как душ, как прогулка, как ныряем в соцсеть. Вот не можем не делать, только в хорошем смысле. И эти 8 проектов внесены в трекер учета времени. Я учусь по ним ставить задачи. Я понял, как работает Focus To Do с планом по времени, который потом выбирается работами-помидорками. Ушло некоторое время на осознание идеи, идеологии работы трекера. Более того, памятуя, что практика есть дисциплина плюс технология, этот тезис постоянно повторяется в руководствах по системному мышлению, я задался вопросом, а если практики саморазвития, то какими же дисциплинами поддерживается каждая из практик саморазвития? И, на мой взгляд, этот момент в руководстве, видимо, сознательно, но, наверное, несправедливо опущен, хотя набор понятий практики дается. Поэтому я задал вопрос чату GPT, какими же дисциплинами поддержана практика каждая, и он мне выдал список дисциплин, от названия которых я немножко так прифигел, и рекомендацию литературы по 10 книг на каждую практику. Я добавил их в список чтения, я думаю, что это позволит мне лучше изучить понятия, теорию, дисциплины по каждой практике, фундаментальной практике саморазвития, и еще больше осваивать практику осознанно. Но это уже дополнительно. Этого совершенно не нужно делать, потому что понятия практики и так даются по ходу руководства. Результатом освоения практик саморазвития стала неожиданная для меня ликвидация недоваренности. То есть бэклог задач, важных, но не срочных, который висел и не разгружался, он неожиданно стал разгружаться. Ну, прошла магия, в кавычках магия. По ним стали планироваться работы, они стали важными и постоянными, они стали делаться, и бэклог начал таять. Удивительно, не правда ли, капитан Очевидность? Теперь именно срочные, неважные, временные, незапланированные задачи, типа подписок в Ютубе, отправляются отлежаться в бэклог, где на радость их актуальность быстро падает, и тем самым время, которое они легко могли сожрать, украв его у важных, постоянных задач, теперь инвестируется в практику саморазвития. Поэтому фокус на запланированных работах по постоянным важным задачам привел к падению времени, которое терялось в соцсетях и мессенджерах практически до нуля. Я годами не мог решить этот вопрос. А теперь я понял, что его надо решить путем фокусировки на других. Просто запретом ходить в соцсети не получится. Нужно обязательно поставить себе другую цель, которая будет гораздо более важна, что вам даже не захочется тратить время на вот эти все мелочи, на быстрый дофамин. Поэтому даже желание туда зайти не возникает. Я понимаю, что я там время это просто потеряю. И мне прекрасно известна разница между простым удовольствием от быстрого дофамина и сложным удовольствием, радостью от полученного рабочего продукта, закрытой задачи, выполненного проекта, которая держится гораздо дольше, годами, десятилетиями, и, в общем-то, всю жизнь. Ты это сделал, ты понимаешь, что я это сделал, даже если это было 10 лет назад. Мне разница хорошо известна, я сфокусирован на второй. Вот так вот практики саморазвития, которые удерживают мое внимание на важных понятиях, помогли мне перехитрить, по сути, собственный мозг, который у любого человека падки на все новое, интересное, но неважное, на поглотителе времени. Мой экзокортекс, который в каком-то разрозненном награжденном виде существовал, безусловно, он теперь явно оформился. Теперь в нем нет ничего лишнего, я точно знаю назначение каждого его компонента. Это клуб BIM, это Assistant, это бот Telegram, и это все пространство AI, там чат GPT и другие AI-шки. Это Focus To Do и Google календарь, это Google Docs и Notion. Кстати, Notion тоже разгрузился, почему-то оказалось там огромное количество заметок, которые перекочевали в клуб. И поэтому сейчас Notion на грани исчезновения. Там какая информация хранится, но он как-то вот появился и растаял тоже. И как поддерживается экзокортексом мое жизненное мастерство, я это понимаю. Что касается учета времени в Focus To Do, то толком я начал это делать только в августе, когда догадался перейти на смартфонную версию и на платную версию. Вот тогда все у меня встало на свои места, все заработало. За 25 дней августа, статистика, учтено 207 часов времени. И я быстро понял, где и как я занимаюсь самообманом, завышая количество времени, выполняя практику неправильно. И я вам это отслеживаю.
Не менее 80% этого времени было инвестировано в практике саморазвития. Цель фокуса в 7 часов в день выполняется ежедневно без перерывов. Я бы даже сказал, легко. Я понял, что могу фокусировать не менее 50 часов в неделю, не менее 200 часов в месяц, и не менее 2500 часов в год. Я понял, откуда берется у Цирена эта цифра. Хотя, как я говорил вверху, время бодрствования в сутки в 2 раза больше. И теоретически время фокуса в день можно повысить, сделав свою жизнь максимально осознанной буквально в каждый час. В каждый час выполняя практику. Досуг же тоже практика. Поэтому я стал пристально следить, куда же уходит время между помидорками. Я обнаружил много чего интересного. Могу сказать, что вот это вот занятие меня сейчас сильно увлекает. Я уже не могу не включать трекер, выполняя любую работу и входя в ритуал. Хотя привычка формулировать работу по формулировке, кто в какой роли, по какой практике, в какой срок, в течение какого времени, какой рабочий продукт получает и для какой другой роли он является входящим, пока эта привычка у меня в процессе формирования, но я хочу достигнуть этого результата. Фокус на рабочем продукте. Вот потому что раньше был фокус на времени, я понимал, что на работу буду, а рабочий продукт нет. Сейчас фокус сместился. Вот что дает просто наведение внимания на понятие. Это же чудо. Практика организации досуга, несмотря на ее тривиальность, кажется мне наиболее сложной. Здесь у меня влияние психотипа, который держит тело в аскезе, а всю нагрузку направляет на ум. Для тех, кто знаком с соционикой, это психотип Лао Цзы по классификации Афанасьева, по-моему. Тем не менее, важность этой практики разумом осознается, набор конкретных практик досуга сформирован, сон нормальный, отдых между помидорками, иногда забываю, увлекаюсь, но формирую. Вижу результат затруднения, пропуска отдыха в виде внезапной усталости во второй половине дня. Ежедневно заставляю себя гулять по часу. Сдвинулось прослушивание фикшн-аудиокниг, которые тоже копились. Таким образом, есть некий прогресс. Памятуя о предупреждении Цирена в начале руководства, что наибольший эффект от практик саморазвития достигается как раз в их синергии, в использовании всех 8 практик одновременно, и это дополнительный, кстати, мощный аргумент в пользу освоения руководства практик саморазвития, я не просто ощутил этот эффект на себе, но и заинтересовался взаимовлиянием практик саморазвития друг на друга. Несложно с помощью AI я сформировал матрицу 8×8 с описанием, как практика одна влияет на другую, и с рекомендацией книги по каждому из взаимовлияний. 64 книги таким образом получила. То есть образовалось дополнительное личное исследование, по сути, мастерства саморазвития, которое, я надеюсь, буду осуществлять далее вместе с повышением мастерства в каждой практике. И отдельно отмечу, что использование AI в ходе освоения руководств НИМ – это state-of-the-art практика, которая создает соответствующее мастерство, и она убедительно демонстрирует, что для работы с AI уже нужен сильный интеллект. Поэтому умные, которые могут сформировать четкий запрос и проконтролировать качество ответа, будут уметь еще быстрее, они закроют дырки в своем образовании с помощью AI, а остальные будут глупеть быстрее и даже этого не понимать. Вот какой гэп, разрыв будет образовываться. И это тоже дополнительный аргумент осваивать мастерство саморазвития именно в нем, потому что AI, как персональный тьютер, активно внедряется, используется. Это уже практика саморазвития, по сути. Практика саморазвития, да. Главным же философским результатом освоения руководств и знакомства с системным мышлением вообще стало наведение для меня внимания на понятие практика и метод. За это я хочу персонально сказать огромное спасибо Анатолию Ильичуку и Цирену Циренову. Несмотря на их тривиальность, казалось бы, да, они оказались для понимания не такими простыми. И копнув в эту тему глубже с помощью AI, я провалился в кроличью нору, открыв для себя, что практики, по сути, это все динамическое многообразие человеческих способов действия, включая мышление. И они, практики, собственно, и составляют содержание культуры как всей внебиологической деятельности человека со времен, по сути, начала антропогенеза. Понятие практики для меня таким образом соединило в голове мои знания по культурологии, праксиологии, истории идей и истории человечества и показало, как в нем сплетаются формальные, естественные, гуманитарные науки. Потребовалось немножко послушать плейлистов лекций по философии, истории науки. Показало конструктивный конфликт между практикой, инженерией, наукой, как специфическим видом познания, и философией, отдельно интереснейшая тема. То есть это все сделало для меня, как для экономиста английской школы и деятеля, который создает системы, видимой, существенную часть человеческой деятельности, которая ранее была просто невидимой, не осознавала, в силу того, что понятия о ней отсутствовали в голове, или я думал, что я их понимаю как экономист. Таким образом, у меня родилась еще одна тема для исследования личного, которая, надеюсь, разовьет тему
взаимовлияние практик саморазвития друг на друга и тему экономики сообщества, с которой я начал взаимодействие с МИМ в мае этого года. Мне стала абсолютно понятна фраза Церена: практики — это кладезь человеческой цивилизации. Абсолютно это так. И стало очевидно, почему в любой деятельности нужно обращать внимание на state-of-the-art практики. Да потому что они меняются. И лучшие практики, они же известны. Зачем выдумывать? Возьми лучшее, что есть, и используй сейчас. Это же мы регулярно делаем даже в том же маркетинге, смотря на то, какие сейчас используются практики в маркетинге в данный момент, в данный месяц в этой индустрии. Поэтому изменение практик, то есть изменение практики текущей на новую, которая поддерживается новой дисциплиной, ну или совершенствование, когда дисциплина та же самая, а технология меняется, этого не избежать для целей выживания. И вот какое понимание совершенно очевидно мне открылось. Вот так вот системное мышление с его наведением внимания на понятия, буквально загрузкой в голову понятий, которые позволяют видеть эти объекты в реальности, заставляет удерживать внимание на всем важном. Вы теперь понимаете, а что важно и что нет. В результате чего действия становятся осознанными, вы работаете с тем, что важно, не тратя внимания на неважное, и жизнь начинает медленно, но верно меняться в сторону устранения неудовлетворенности, снижения беспокойства и повышения осознанности действий и достижения действительно важных для вас целей, создания нужных систем. Ну, либо изменение гипотез по их созданию. Кстати, одним из первых желаний по завершению своего руководства стало желание пройти его еще раз, так как я быстро понял, что ряду важных элементов в силу концентрированности руководства было уделено внимание недостаточно, и хотелось бы побольше с ними поработать. В частности, это желание более тщательно, многогранно поработать с заданиями на моделирование. Вообще в руководствах совершенно каждый элемент на своем месте, и нет ничего лишнего. Несмотря на его некоторую, ну, такую рациональную скучность, конечно, там картинок нету, но там важно все, там каждое слово, каждая формулировка. Я еще раз преклоняюсь перед талантом, потому что осознать, что все эти элементы нужно обнаружить, вынуть, описать, да еще в руководство заложить, да еще с упражнениями, которые позволяют, это, конечно, талант, это мастерство. Церен, это гениально. У меня резко возросла ценность своего времени. Я стал буквально оценивать соотношение затрат времени и результата в виде рабочих продуктов, так как альтернатива в виде работ по важным и постоянным задачам, которые запланированы в бюджет времени вписаны, вот их надо делать, она же перед носом. И ты понимаешь, что если ты сейчас тебе предлагают, давай впрыгнем в очередной зум-созвончик там на часочек, да? У тебя вопрос сразу же. Я понимаю, что результатом этого, во-первых, это не запланировано, результатом этого точно станет потраченное время, рабочий продукт непонятен, зачем мне это? И эти приложения стали отсекаться. И вот подобная культура работы в проектах, которая просто является, к сожалению, стандартом в той области, где я работаю, она стала вызывать раздражение. И я понял, что я буду дальше обращать внимание изначально на культуру работы вообще в проекте. Как люди между собой коммуницируют, с помощью чего они как ставят собой задачи. Это же видно совершенно. Потому что культура съедает стратегию на завтрак. Это действительно так. Если культура такова, то какую вы красивую стратегию не выдумаете, она просто сломается о неспособность людей нормально коммуницировать. А банальные вещи сломаются. Или придется инициировать изменения в существующих проектах, потому что без изменения культуры никак. Невозможно реализовать ту стратегию, которую хочешь, если культура этого не позволяет. Она просто мешает, как препятствие. Я осознал разницу между мастерством саморазвития, мастерством собранности, мастерством мыслительным, ролевым и прикладным. У меня такая картинка в голове образовалась. Я понимаю неприязнь к визуальному мышлению. Прочитал недавно в порядках дополнительного чтения книгу Левинчука про визуальное мышление. Для меня теперь мыслительное мастерство — это такое ядро пушечное огромное, которое катится на двух колесиках мастерства собранности и саморазвития, катится, а на него уже накладываются сверху ядра прикладных мастерств. Вот эта картинка у меня перед глазами, поэтому каждое мастерство важно. Что я планирую делать дальше? В течение сентября я планирую плотно поработать с черновиками по проектам повышения мастерства в каждой практике, их у меня 8. Осознать важность каждого рабочего продукта, их много по каждой практике, они делятся на входящие, внутренние и внешние, их связь между собой, почему каждый из них важен, понять природу, поанализировать природу каждого затруднения по практике и поставить по каждому из них задачи, спланировать работы по их устранению, поделать эти работы. Дальше хотелось бы мне изучить литературу по теории и дисциплине каждой из практик, их взаимосвязи. Дальше разобрать старые заметки, которые накопились в предыдущие годы, сейчас это они висят, они отъедают мыслительный ресурс. Я хочу их перенести в черновики. Закрыть ряд висящих задач, потому что мыслительный ресурс съедается ими. Это даже не осознается, но я чувствую прям, как это подтачивает, как разгрузить. Теперь я понимаю, что я, могу это сделать, и могу это сделать быстро, потому что я владею практиками, я вижу следующий объект и владею практиками. И до конца 2025 года я хотел бы
освоить, не хотел бы, а запланировал освоить еще 3 руководства по программе «Личное саморазвитие». Это введение в системное мышление, это тренажер по курсам личного развития и ролевые модели для управления рабочими и личными проектами, чтобы с 2026 года приступить к освоению руководств по программе «Рабочее развитие», которых, как известно, 6 плюс 7 интеллект-стек. Аж предвкушаю эту работу на 2 года. О культуре. Я стал, как уже сказал, обращать пристальное внимание на культуру как совокупность методов, как на набор практик или привычек мышления и действия. Свою, команд проектов, в которых я занят, в каких-то ролях, культуру сообществ, в которых состою, культуру общества, нашего постсоветского, например, и человечества. В прошлом году у меня появился, благодаря курсам Павла Усанова, интерес к культурологии, точнее, конкретнее к смыслогенетической теории Андрея Пилипенко. Его несложно найти сайт, поставлю ссылочку. Определение Павла Усанова звучит как «культура – это все минус природа». Поэтому определение культуры как совокупность методов усилило мое понимание культуры как феномена и дало мне дополнительный мощный стимул к чтению литературы по культурологии для понимания, откуда вообще человечество берет те или иные методы мышления, практики мышления или действия, которых десятки тысяч, которые были одни, другие, это же динамическое многообразие. Как вообще образуются культурно обусловленные роли, как вообще берется, откуда берется разделение труда. Это ключевое для нас, экономистов, понятие разделения труда, которое делает возможным, собственно, рост благосостояния. Это предмет нашего ролевого интереса. Почему эти практики меняются? И как можно их осознанно менять? Как создавать принципиально новые практики, прикладные мастерства, которые еще никто не придумал, углубляя тем самым разделение труда и работая на фронтире. Вот что дает понимание, внимание к объекту практика, который сочетает в себе массу всякого интересного. Для меня совершенно очевидно, что наше постсоветское общество не является обществом с культурой саморазвития, тем паче бесконечного. Если бы это было так, то практики саморазвития встраивались бы уже в детстве родителями. В реальности же это не делается ни в школе, ни в вузах, где, казалось бы, без них вообще никуда. Постсоветская культура буквально, постсоветская, византийская, православная культура буквально пропитана деструктивными мемами в отношении саморазвития и образования. Оно и понятно, потому что это западные вещи, а византийская культура, она всегда Западу себя противопоставляла. Это в том числе результат тотального огосударствления сферы образования. Как выражалась моя знакомая, все мы усвоили в жизни, что образование а бесплатное, б бесполезное. Лучшего примера, более деструктивного мема не найти. И результат такой культуры, то есть такой совокупности методов, реакции на происходящее, на изменения, отказа, не просто отказа, сопротивления изменениям, немалое количество работ социологов, еще советских этому посвящено. Несложно заметить по происходящим событиям, он налицо. Методы, которые предлагаются в качестве реакции на непрерывное усложнение мира, что является следствием термодинамики, они неадекватные. Это методы столетней давности. Разумеется, они не работают. И вместо усложнения предлагается что? Радикальное упрощение. Регулярная историческая болезнь обществ. Фашизм, например, таким был. Упроститься и все. Врагов убить и все. И заживем. Конечно же, это не работает. И это равносильно добровольному отказу от выживания ее носителей. И такова тенденция, к сожалению, в целом на планете. Мы это знаем отлично из изучения истории идей и интеллектуальной истории человечества. Поэтому культура бесконечного саморазвития, как осознанное, добровольное, принятое тобой лично решение усложняться тебе самому в условиях непрерывно усложняющегося мира, дабы справляться с его сложностью, потому что для того, чтобы упрощать, должен кто-то взять эту сложность на себя. И это будет деятель, который создает. Это не поведение потребителя, это потребители требуют от бизнеса и государства: упростите мне жизнь. Мир-то усложняется, как ее можно упростить? Да только так, кто-то должен усложниться резко, чтобы создавать простые и тупые продукты для растущей массы потребителей, беспомощных, бесполезных где-то, может быть, даже. Так вот, такая культура может быть встроена в жизнь только самостоятельно, осознанно, взрослым, ответственным человеком. Никто ее не может внедрить сверху. Это решение должно возникнуть, родиться у себя внутри. Этот человек должен понимать, что с целью выживания, с целью победы в эволюционном соревновании его и его близких, две его важнейшие роли, которые в течение жизни придется играть. Это первая роль заказчика своего саморазвития, понимающего, зачем ему это и как это делать. И как следствие, роль профессионального ученика, который встает в нее и выполняет практики саморазвития, методы профессионального ученика, который позволяет быстро осваивать новое
и сложное, включая как мыслительное мастерство, так и прикладные навыки, которые приносят деньги, для освоения которых нужно мастерство мыслительное, и никто в мире не знает, какие это будут навыки через 5, 10, 20 и далее лет. Эти практики саморазвития и составляют суть руководства практики саморазвития. Поэтому Церен с коллегами, ни много ни мало, совершает то, что можно назвать культурной революцией, а повышение жизненного мастерства путем освоения руководств МИМ, которые начинаются с мастерства саморазвития, является, как ни крути, некой гарантией выживания в непрерывно усложняющемся мире. Вот о чем на самом деле саморазвитие. О выживании, о победе в эволюционном соревновании. И завершу свой отчет рекомендациями будущим стажерам. Важно понимать разницу между выполнением практики и действием не по практике. Сначала мне казалось, что мы же и так читаем, пишем, отдыхаем, планируем. Зачем так усложнять, декомпозировать рабочий продукт и так далее. Но разница такая же, как между наспех поджаренной дома яичницей, чтобы быстро утолить голод, цель достигается, и производством и подачей блюда в ресторане со строгим соблюдением множества мелочей, за результат которой вы с удовольствием платите и даже оставляете чаевые. Хотя и там голод утоляется. Качество рабочих продуктов здесь несоизмеримо. И бизнес можно построить только во втором случае. Поэтому разница между действием вообще каким-то и действием по практике, как между делающим дело как-то и мастером этого дела. Хотя дело, в общем-то, одно. Без мастерства саморазвития, вторая рекомендация, задача повышения мастерства мыслительного, интеллект-стек, вряд ли решаема. Именно поэтому программа личного развития, как я понимаю, и появилась в ШСМ, ныне МИМ, как необходимость, как применение системного мышления к мастерству ученика, чтобы научить учиться, чтобы можно было новому, быстро сложному учиться всю жизнь, быстро осваивать, брать и осваивать. И, в принципе, любому взрослому человеку ответственному, который собирается выживать в этом мире, а не, извините, сдохнуть, это пройти бы это. Так как ни в школе, ни в вузе этому не просто не учили, а даже не собирались. Потому что культуре это не надо. Такова была и остается культура. И противопоставить этой культуре, которая, в общем-то, старается удержаться на этом уровне, можно только собственное понимание этой задумки и контрдействие в виде собственного саморазвития. Иначе культура съест вашу стратегию на завтрак, и вас в том числе. Третья рекомендация. Освоение мастерства саморазвития требует осознанной постановки себя, любимого, в роль ученика и прилежного исполнения заданий мастера. В общем-то, все как в спортивных тренировках. Почему слушаются тренера? Да потому что тренер не враг ученику. Он действует в его интересах. Он видит, что у него не получается, и говорит: делай вот это упражнение как можно больше, пока не станет получаться. Вот что такое работа с затруднениями по практике. Вот так, только так, в деталях подтягивается мастерство, которое со стороны тренера виднее. И лучший ученик — это тот, который более рьяно, лучше всего исполняет роль ученика, в точности исполняя указания тренера-мастера. Поэтому ни одно из заданий в руководстве не появилось просто так, от балды. Оно все направлено на шлифовку мастерства. Я, к сожалению, это понял к концу руководства, поэтому и хочу его для себя пройти еще раз. И четвертая рекомендация. В проекте повышения мастерства саморазвития стажер находится одновременно в двух проектных ролях. Первая — это внешняя проектная роль, как будущий деятель, который является заказчиком своего мастерства и использует мастерство саморазвития для повышения дальше мыслительного мастерства. И внутренняя проектная роль, как ученик, как участник, часть команды проекта своего обучения, который буквально предоставляет участок своего мозга для работы с ним и выполняющий задания. Конечно, было бы хорошо, как в сказке Джани Родари, если бы можно было купить бутылочку с этикеткой «Мастерство мышления письмом», тайком ее ночью выпить, которую кто-то без вашего участия изготовил, и на утро проснуться с этим мастерством обретенным. Но так, слава богу, нельзя. И надо самому изготовить его в роли ученика в проекте изготовления своего мастерства, будучи одновременно заказчиком этого мастерства и понимая, какое именно мастерство и зачем именно вам нужно. Такое вот своеобразное раздвоение ролей. Если вы не находитесь в роли заказчика собственного обучения и не понимаете, какое мастерство и зачем оно вам нужно в голове изготовить, и что его можно изготовить, только встав в роль ученика, предполагающую труд и прилежное выполнение указаний мастера, а не развлечение, в случае которого вы просто потратили время, получили отличные эмоции и никакого мастерства не получили. Если вы этого не понимаете, то вы, оказывается, не способны встать в роль ученика и исполнять все то, что говорит мастер, учитель. Вы будете путать роли клиента, который заплатил и ждет танца с бубнами, легко, edutainment, и ученика, который знает, что легко не будет и придется работать
хотя и не мешки таскать. В общем, надо относиться как к спортивной тренировке, оплаченной вами, где вы работаете над своим мастерством, и никто за вас его не сделает. Поэтому постановка в роль означает роль ученика означает осознанное использование соответствующих методов, соответствующих практик. Не используешь эти практики, значит, имитируешь, значит, делаешь все, что угодно, иллюзия, но только не выполняешь практики в роли, потому что выполнение практики означает наличие четких понятий, четких компонентов и наличие их всех ничто нельзя упустить. И мешает этому процессу, конечно же, в изобилии деструктивные мемы, типа того, что надо отстрадать обучению молодости или обучение это развлечение, edutainment, это все чушь. Потому что в случае работы со своим телом или обретением прикладного мастерства, например, в игре на гитаре, вы отлично понимаете, что за вас невозможно научиться, и вы должны сами этому учиться, что надо работать и много, чтобы получать результат, который потом будет вас радовать всю жизнь, который будет заметен и вам, и окружающим. А почему-то в случае с интеллектом этого нифига, извините, не осознается. Ну, оно и понятно, мозг не любит напрягаться, любит делать все, чтобы этого избежать. Поэтому, если вы не собираетесь выживать буквально с семьей в эволюционном соревновании, а собираетесь помирать, желательно быстро и легко, то можно заменять обучение развлечением. Но помните, динозавры вымерли, говорил Эдвард Деминг. Вы тоже можете не изменяться. Ваше выживание не является обязанностью. Эту фразу я прочувствовал еще лет 10 назад, и она меня как-то так вштырила, и я понял, что это действительно так. Ну, помрете и что? А если не хотите, понимаете, что для этого надо обретать прикладные навыки, которые приносят деньги, для этого нужно мастерство мыслительное повышать, а для этого нужно мастерство саморазвития, потому что мы разучились учиться. Вот такая вот цепочка, и ее никак не сократить. Я завершил своим отчетом. Если вы воодушевились этим видео и тоже хотите встать на скользкую дорожку, шутка, конечно, начать овладевать мастерством саморазвития, дабы выживать в будущей жизни, то, пожалуйста, используйте для регистрации в мастерской инженеров-менеджеров мою реферальную ссылку в описании. Так я буду точно знать, что вы решились на изменение своей жизни именно по моей рекомендации из этого видео. Спасибо. До новых отчетов об освоении новых руководств МИМ.